Всем большой привет! Друзья, сегодня еще один вариант приготовления сыровяленого мяса, которое совсем несложно приготовить в домашних условиях. Это вяленое мясо в вине по принципу приготовления итальянской бризаолы. В результате вкусный, ароматный мясной деликатес своими руками. Для приготовления настоящей бризаолы берут говядину. Я же буду вялить свинину. Это окорок. Тут килограмм и 100 грамм мяса. Надо 2 куска по полкилограмма. Еще надо красное или белое вино, хмели-сунели, черный перец, сухой чеснок и нитритная соль. Из расчета 30 граммов на килограмм. Вялить буду вот в такой стеклянной посуде. Выливаю 200 мл вина, у меня домашнее сухое. Добавляю 30 граммов нитритной соли и еще немножечко, так как у меня килограмм и 100 граммов. Сюда же к вину чайную ложку сушеного чеснока и с горкой чайную ложку хмели-сунели приправы, полную чайную ложку черного молотого перца. Все хорошо размешиваю, так чтобы нитритная соль, самое главное, растворилась. И теперь в этот винный маринад отправляю мясо. Получается, он покроет все мясо. Мясо еще дополнительно пустит свой сок. И в таком виде мясо будет мариноваться. Накрою стеклянной крышкой эту посуду. И в холодильнике оно будет находиться от 6 до 10 дней. Периодически раз в 2-3 дня я буду переворачивать мясо с одной стороны на другую. Прошло ровно 10 дней. Специи отдали свои ароматы, мясо пропиталось и вином, и специями. Достаю кусочек на бумажные полотенца. Промывать его не надо, просто обсушиваю бумажным полотенцем один кусок и другой точно так же. Теперь буду готовить присыпку для мяса. Добавляю в стеклянную емкость 3 чайных ложки хмели-сунели, 3 чайных ложки сухого чеснока и чайную ложку укропа. И теперь специи заливаю спиртом. Спирта где-то грамм 50, так чтобы эти специи превратились в такую кашицеобразную массу, которой можно будет легко натереть каждый кусок. Спирт дополнительно обеззаразит специи. Натерла со всех сторон мясо и теперь буду заворачивать в пергамент. Пергамент желательно 3-4 слоя, не больше. Мясо должно дышать, или же можно обвернуть в марлю 5-6 слоев. Если вы хотите, чтобы куски мяса имели такую более плоскую форму, тогда перед тем, как вывешивать вялиться, можно прижать дощечкой, уложить груз и на 2-3 дня оставить, а потом отправить вялиться. Я же просто заматываю и обвязываю ниткой и буду вялить в подвешенном состоянии. Оптимальная температура для вяления это от 10 до максимум 15 градусов. Это очень важно, особенно в первую неделю сушки, так как на мясе может образоваться закал. Для удобства я написала вес на каждом батоне 600 и 505 граммов. Это вместе с бумагой, для того, чтобы было легче контролировать потерю веса. Готовое такое мясо, когда оно потеряло 30-40% от первоначального веса. Вот такой вид имеет вяленое мясо. Очень удобно вялить в зимнее время в неотапливаемом помещении, на балконе или же в холодильнике в подвешенном виде. Теперь разрежу и посмотрим, какое оно получилось в разрезе. Плотное, оно хорошо высохло, прошел месяц, мясо вялилось ровно месяц. Вот посмотрите, какая блестящая поверхность. Сейчас разрежу еще второй кусок. Вот посмотрите,
очень красивые в разрезе, особенно там, где попадаются такие жировые небольшие прослойки. Тоненький кусочек, прозрачное мясо на вид, очень вкусные, приятно пахнет ароматами вина и специй. Сам процесс приготовления, думаю, несложный. Это действительно очень вкусный и ароматный мясной деликатес, который приготовлен своими руками. Надеюсь, видео было вам интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на мой канал, кто не подписался. Для меня очень важна ваша поддержка. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория.